Здравствуйте, ребята, проходите. Я вам сейчас все расскажу. Вы знаете, что такое скульптура? Здесь у нас проходят занятия по скульптуре и по керамике. На витрине вы видите, что есть фигурки животных, есть архитектурные композиции, плоские, объемные. Фигурки выполнены из разных материалов. Керамика выполнена из материалов такого, как шамот. Есть фигурки из глины, натуральный материал. Есть фигуры из скульптурного пластилина. А кто сделал все эти фигурки? Все эти фигурки выполнили наши ученики художественного отделения нашей школы. В этой витрине представлена скульптура, выполненная из скульптурного пластилина и такого материала, как шамот. А что это за египетская картина? Эта композиция выполнена в барельефе. А что такое барельеф? Барельеф – это вид рельефа, когда у нас изображение наполовину выступает из плоскости. А почему какие-то фигурки белые, а какие-то разноцветные? Скульптура может оставаться в своем цвете, в цвете своего материала, так и быть раскрашена различными материалами, красками, специально изготовленными для скульптуры. А как из этого можно лепить? Она же твердая, как камень. А вот сейчас с этим мы с вами и разберемся. Чтобы нам с вами получить вот такую керамическую фигурку, нам потребуется специальный материал, который называется шамот. Ты, Сережа, спросил, как можно лепить из такого твердого материала. На самом деле он не твердый, выглядит он вот так вот. Это мягкий материал, и мы сейчас с вами сами попробуем из него слепить самую легкую фигурку. Это фигурка, давайте слепим колобка. У нас получился шарик. Теперь мы возьмем с вами такой предмет, который называется стек. Маша, Сережа. И просто сделаем колобку нашему глазки. Наметим там, где у нас будут глазки. И наметим ему нашему колобку ротик. И теперь нашу фигурку мы оставляем высыхать на 24 часа. После того, как наши с вами колобки высохнут естественным путем, мы с вами их будем обжигать. А обжигать мы их будем в специальной печи. Давайте на нее посмотрим. Вот такая вот печь. После обжига наша с вами фигурка станет такой же твердой, как вот этот вот слоник, уже обожженный. Вы знаете, что раньше в каждом доме была печка. Печь, она была сердцем самого дома, она грела, она кормила, она собирала вокруг себя всю семью. И холодными зимними вечерами дети очень любили слушать рассказы своих бабушек и дедушек, а собирались они, конечно же, у теплого домашнего очага. Мам, а помнишь, в сказке «Щелкунчик» тоже был большой теплый очаг? Да, помню. Там Мари и Франц слушали рассказы своего дяди. Это замечательная новогодняя сказка, а давайте мы с вами тоже попробуем сделать своими руками какую-то замечательную новогоднюю поделку. Давайте! Сегодня мы с вами сделаем елочную игрушку из полимерной глины. Вот такого вот смешного снеговичка. Полимерная глина – это пластик, который застывает при температуре 130 градусов запекания в духовке. Для этого что нам понадобится? Нам понадобится полимерная глина белого цвета, зеленого цвета, красного и коричневого. Нам понадобится алюминиевая фольга, ножницы, макетный нож, клей, стеки. Можно использовать линейку вместо ножа. И кусочек проволоки для того, чтобы нашего снеговичка можно было повесить. Теперь первое, что мы делаем, мы берем кусочек белого цвета и разминаем. После того, как у нас масса стала однородная, мы с вами берем скалку и раскатываем нашу полимерную глину
до состояния вот такого тонкого блинчика. Маша, Сережа. Дальше мы берем фольгу. Для того, чтобы наш снеговичок получился легким, внутри снеговичка, внутренность мы наполняем фольгой. Обрываем и скатываем 2 шарика. 2 ровных шарика. Дальше мы берем этот шарик, кладем, Маша, кладем, Сережа, кладем и заворачиваем его в полимерный глину. Работаем руками и разглаживаем, чтобы шарик был ровный. У нас получается первый шарик. То же самое мы делаем со вторым шариком. Это будет заготовочка для нашего снеговичка. Дальше нам нужно сделать шапочку, шарфик и перчатки. Точно так же мы раскатываем красный цвет. Второй делаем сразу, второй берем и делаем. Очень тонко раскатывать не надо, чтобы у нас ничего не рвалось. Делаем заготовочку для нашего шарфика. Также делаем вторую заготовку. Шарики ровные стараемся делать. После использования каждого цвета нужно обязательно мыть или протирать руки, чтобы цвета не смешивались. Когда у вас готовы 2 шарика, мы их соединяем. Соединяем и хорошо друг к другу прижимаем. Хорошо. Теперь с помощью ножичка или с помощью линейки мы с вами вырезаем шарфик. Линейкой это делается вот так вот. Раз. И 2. Держи. И наш шарфик мы вокруг снеговичка оборачиваем. Аккуратно оборачиваем. Сильно пальчиками не прижимаем. Следующий момент. Нам нужно у шарфика сделать еще вот такую вот полосочку. То же самое с использованием линейки. Вырезаем. Сережа вырезает. Маша, вырезала шарфик? Хорошо. Оборачивай снеговичка. Сейчас нашему снеговичку мы делаем шапку. Берем красный пластик, делаем из него кружочек и немножко вытягиваем, как вот такой вот треугольничек. После этого немножко внизу мы делаем вот такую ямочку, чтобы эту шапочку можно было надеть. И выравниваем пальцами края. Выравниваем пальцами края и еще подтягиваем верхнюю часть. Верхнюю часть шапочки мы загинаем вот так вот. Здесь будет у нас помпончик. Маша, надевай и выглаживай. Надеваем. Пальцами приглаживаем. Сажаем шапочку, чтобы она сидела на снегу. Дальше мы возьмем стек. Также это можно делать трубочкой, ручкой, карандашом. И вот так вот выравниваем там, где у тебя есть неровности. Аккуратно подбираем такой пластилинчик. После этого мы сделаем помпон. Это берем обычный, делаем кружочек, скатываем шарик, в руках, в ладошках вот так вот берем и к кончику шапочки крепим. Хорошо прижимаем, помогаем себе стеком. Это можно помочь, можно линейкой, помочь можно кусочком проволочки.
Вот если есть неровности, вот так поднимаем, придерживаем руками и поднимаем. Так. Замечательно. Теперь нашему снеговичку на нашей шапочке надо сделать белую пушистую вот такую вот каемочку. Поэтому да, мы берем белый цвет и стеком, вот ножиком вырезаем ровную полоску. Можно ножиком, можно это сделать железной тоненькой линеечкой. Тоже. И просто хорошая, оборачиваем по краю шапочки. Пальчиками немножечко придаем форму, округлую форму, объемную. Следующий момент нашему снеговичку нужно сделать руки и перчаточки. Для этого нам понадобится маленький кусочек коричневого пластика. Смотрим там, где у нас шапочка, да? Там у нас, вот здесь у тебя будет личико, поэтому с одной стороны очень хорошо вдавливаем их с одной стороны и с другой стороны. Далее крепим перчаточку. Перчаточку из зеленого цвета, крепим кружочек. Из кружочка делаем овальчик небольшой и с помощью острого предмета отделяем большой пальчик. И у нас получается перчаточка вот такая вот. Соединяем коричневую руку и зеленую перчатку. Снеговичок может держать ручки в любом положении. Он может их сложить, он может опустить руки, да? Он может... Давай. Так, большой палец вверх, хорошо. Крепим. Следующий момент. Нам нужно сделать ему пуговки и глазки и морковку. Крепим пуговки. Это ровный кружочек. Мы катаем аккуратно пальчиками, коричневый цвет. 2 глазика, 2 пуговки. Сильно глазки не расплющиваем. В глазике остреньким предметом делаем небольшую дырочку. Теперь самое ответственное и самое интересное, что у нас дальше будет, мы с вами будем сейчас делать фактуру шапочки, будем делать вязаный шарфик, будем делать снеговичку тоже фактуру снега. Начнем мы с вами с шапки. Мы берем стеки, на шапочке мы делаем заломы, потому что шапка нагнулась у нас, да, вот такой. Делаем небольшие такие заломчики со всех сторон. И наш меховую часть шапки мы берем и начинаем вот такими вот движениями делать пушистый. Также мы делаем ободочек, белый ободочек, мы тоже делаем пушистеньким. Вязаный шарфик мы делаем как галочки. Раз, галочка, 2 галочка, 3, 4. И вот так вот по всему шарфику. Пожалуйста. Так, завершающим этапом нашей работы станет петелька, за которую игрушка наша будет, на которой будет висеть игрушка. Мы вставляем аккуратненько проволочку, заранее уже подготовленную, делаем петелечку. Дальше можно будет немножечко придать блеска нашей игрушке с помощью блесток. Наше готовое изделие мы запекаем в духовке при температуре 130 градусов в течение получаса. После этого игрушку покрываем акриловым лаком и можно добавить блесток, можно добавить какие-то еще декоративные элементы, стразы и уже готовое изделие вешать на елку или куда-то еще.